Добро пожаловать. So this morning I gave a talk on mycoplasma, and I tried to give a holistic view, helicopter view. So I will do the same with gut health issues. Сегодня утром мой доклад был про микоплазмоз, и я пытался дать общий обзор, что это за заболевание. Сейчас попробую также представить подход к здоровью кишечника птиц. So the goal of this presentation is not to talk to you about specific products or specific product types, but when we finish this presentation, that you have a good idea how to choose the right strategy for improving your gut health. И задача моей презентации рассказать вам не конкретно про какие-то продукты, а в том, чтобы после презентации вы могли подумать и решить, какая должна быть стратегия в отношении здоровья кишечника. Actually, I made a mistake. I said your gut health. I mean your broiler gut health. Говоря о вашем кишечнике, я имею в виду, конечно, кишечник бройлера. But you will see there is surprisingly a lot of links what we learned in broiler gut health and human health. Однако из презентации вы увидите, что в принципе существует связь между множеством наблюдений, которые были сделаны на бройлерах, которые можно трансформировать на людей. I know that everyone wants to talk immediately about the last part. How can we improve gut health in 2018? Okay? But I want you to first go to the steps understanding why do we have issues with gut health in broilers in 2018 before we go to the solutions. Я догадываюсь, что большинство хотело бы, чтобы сразу обсуждался вопрос, как добиться здоровья кишечника на сегодняшний день. Однако уверяю вас, что очень важно нам пройтись по всем основным пунктам, которые я обозначил, для того, чтобы затем сделать правильные выводы. Now, the first question that we have to ask ourselves, why do we see today more problems with gut health than, for instance, 15 years ago? Один из основных вопросов, который мы должны задать себе, это почему сегодня мы видим больше проблем с кишечником, чем это было 50 лет назад. I will make a prediction. In 15 years' time, we'll have more difficulties with gut health in broilers than we have today. Могу сказать, что по моим прогнозам в ближайшие 15 лет проблем с кишечником станет еще больше. The reason is that we are asking to our genetic suppliers, bird, avian, cock, we are asking birds with improved performance. Причина в следующем. Мы, как потребители, постоянно обращаемся к генетическим компаниям, таким как Hubbard, Cobb, Ross, чтобы они обеспечивали нам постоянно генетический прогресс. So, improved performance means lower feed conversion rates and faster and higher body weights for a certain age. Генетический прогресс и улучшение показателей значит улучшение конверсии корма и больше привесов. Now, if you ask Avigen or Cobb or Hubbard to make a presentation on where is the progress coming from, they say it's because of improved genetics. But what does it mean? И если задать этот вопрос генетическим компаниям, Кобу, Россу или Хаббарду, откуда идет улучшение показателей, они всегда отвечают, что это в результате генетического прогресса. Но мой вопрос, в чем он заключается? Have you ever seen a presentation where they really tell you the progress is coming from this or that? I have seen many presentations from them. They always make it very complicated. They explain about all the tools they're using to select the best birds, but they never tell you what exactly are you selecting for. Видел ли кто-нибудь из вас хотя бы раз в жизни, чтобы генетические компании представили презентацию, в которой бы конкретно указали на те инструменты или на те признаки, которые они улучшают? Обычно их презентации, которых я повидал немало, очень сложные, закрученные, с большим количеством научных терминов, однако нету в них конкретики. But I have good news. I will tell it today to you. Но сегодня у меня хорошая новость, я вам расскажу.
Now, there's two main things you can do to improve feed conversion rates and make faster growth. And both of them, it is to avoid a certain spoilage of nutrients. To spoil nutrients, to avoid that, will give you improved performance. Существуют два фактора, которые влияют на улучшение конверсии корма и повышение привеса. Первый состоит в том, чтобы уменьшить потери корма. Если мы уменьшим каким-то образом потери корма, естественно, при этом улучшится конверсия. Now the first spoilage, waste of protein and energy you can imagine in intensive broiler production, that is in fact the immune system. Первый пункт, где происходит потеря корма, или в частности белков, жиров, как вы все, наверное, знаете, это иммунная система. I'm not saying that today Ross or Cobb or Hubbard has poorer immune system than the chickens of 15 years ago. I'm not saying that because we see our mortality rates are going down. Я ни в коем случае не говорю о том, что сегодня Росс, Коб или Хаббард имеют худший иммунитет, чем 15 лет назад, потому что мы видим, что наша сохранность улучшается. But we do have indications that the innate immune system is changing over time. Однако есть индикаторы того, что основы в иммунной системе постоянно меняются. And a good example of that is the enterococci problems that we very regularly see, mainly on the fastest growing farms. И самый хороший пример этого проблема с энтерококками, которые стали все чаще проявляться, особенно на тех птицефабриках, где рост очень интенсивный. It's very surprising that we see enterococci problems because enterococci, it comes from the Greek, it comes from normal bacteria existing in the gut. And all of a sudden, we see they are able to slip through the gut barrier and they end up somewhere in the body. It's amazing if you look at it from an evolutionary point of view. Если смотреть эволюцию, энтерококки – это обычные нормальные бактерии, которые находятся в кишечнике. Но сегодня у них появилась способность проникать через стенку кишечника и вызывать проблемы со здоровьем птицы. I will not go too much in detail with enterococci problems because it's a presentation on its own. But this is an indication where we see that by selection of birds with low feed conversion rate and body weight gain, we are selecting for birds with a different immune system. Я не собираюсь про энтерококков слишком много говорить, потому что это отдельная презентация сама по себе. Единственное, на что я хочу обратить внимание, что энтерококки – это индикатор того, что при селекции на лучшую конверсию и большие привесы иммунная система птицы изменяется. Now, what I want to focus on today is the second main reason why I think we have improved genetics. It is a selection, and maybe surprising, on a very specific trait which is called behavior. И вторая причина, на которую я хотела обратить внимание, и, возможно, для некоторых это будет сюрпризом, это селекция птицы на ее поведенческие и на ее поведение. If you want to have birds that grow fast, we are selecting for birds that have a high desire for feed intake. Если мы хотим селекционировать птицу на то, чтобы она росла быстро, обычно отбирают ту птицу, у которой есть постоянная потребность в том, чтобы кушать. So I'm telling you, the main reason why we see this improvement is because Cobb, Ross, and Hubbard, they're selecting for birds that have a different behavior than the ones before. They have a high feed intake. И могу с уверенностью сказать, что одна из причин, почему птицы стали лучше расти, это в том, что Коб, Хаббард и Росс отбирают в своей селекционной программе ту птицу, у которой есть потребность в постоянном потреблении корма. And what happens if you have a high feed intake? It means that your birds will grow fat and muscled more quickly.
So it will shorten your lifespan. И если у вас птица, у которой есть постоянная потребность в том, чтобы есть, результатом этого является то, что она растет быстрее и больше, наращивает мышечную массу, и поэтому уменьшается срок откорма. That means that instead of birds reaching a certain target weight at 40 days, these birds will reach that target weight at 39 days. И таким образом птицы, которые достигали определенной живой массы в 40 дней, они станут достигать ту же живую массу в 39 дней. So that means that we can save the feed for maintenance for 1 day. Что в свою очередь означает, что мы сэкономим на корме, который должна птица съесть на 1 день. And a broiler of about 40 days will use about 40% of the feed consumed only for maintenance and not for growth. И бройлер 40 дней, он потребляет 40, из потребленного корма 40% идет на поддержание и 60% на рост. So this is a huge feed intake. So this is a huge saving of feed. So that is explaining why we have this better feed conversion rate and body weight gain. Именно это объясняет, каким образом происходит улучшение конверсии и повышение привесов. Now that is very important to understand, but also to understand that as soon as something goes wrong with that digestion and absorption of that nutrients, we will start to see a bacterial enteritis vicious circle. I will explain that later, but it's important to understand that as soon as something goes wrong, this will start to give an oversupply of nutrients in the lumen. И в этой ситуации, если что-то идет не так с кишечником, естественно, нарушается вся система всасывания корма и питательных веществ, что приводит к энтеритам, о чем я расскажу чуть позже. So we see that we have an oversupply of nutrients in the lumen, and you will see that some bacteria can overgrow when you have too much nutrients that stay in the lumen that are not absorbed. В связи с этим в кишечнике накапливается корм, который птица не может всасывать, и что является отличной средой для развития патогенной микрофлоры. So you will say, yes, but was that not the same with the chickens 50 years ago, or even with pigs, or even with humans? Well, no. This is more a problem with the modern broilers than with older broiler lines. Конечно, вы можете спросить, разве не так же было 15 лет назад с птицей, или с теми же свиньями, или с человеком? Я вам отвечу нет, потому что сегодня это в основном проблема современного бройлера. Why? Because there was something discovered which is extremely spectacular and even a little bit shocking. И связано это с тем, что недавно было сделано открытие, которое на самом деле шокирующее. We call this the gut-brain axis. I don't know where it is here, but the gut-brain axis. Is it mentioned there? Yeah, maybe you need to change. So, it should be the third one. The gut-brain axis. No, I don't think it's here. I think it's Here, it's not here. Yeah. So, I will explain. So it's a gut-brain, it's on the gut-brain axis. Это связь между кишечником и головным мозгом. This is something that was discovered recently, and it shows there is a direct neural connection between the mucosa of the gut, even with branches to the lumen of the gut. So in direct contact with the microbiota and with the mucosa, directly to the hypothalamus. And hypothalamus is the part of the brain that defines your feed intake, how eager you are to eat feed. Открытие состоит в том, что эпителиальный слой кишечника, и даже говорят о том, что микрофлора кишечника имеют прямую связь с гипоталамусом, прямую нервную связь с гипоталамусом, а гипоталамус, как вы знаете, это часть мозга, которая отвечает за чувство голода у птицы. I have to explain a little bit better. In a normal human, in a normal chicken, when something goes wrong within the gut, maybe you drink too much or you eat too spicy as a human, or you have a virus, or your chicken has some coccidiosis or a mycotoxin, or maybe
you forget to give them the feed, you have some damage in the gut, your brain will be told you are not hungry anymore. Я объясню, в чем состоит эта связь. Например, у нормального человека или у нормальной птицы, если мы выпили слишком много, переели острого или жирного, когда возникает дисфункция в кишечнике, он дает прямой сигнал гипоталамусу о том, что он сейчас не хочет кушать, он не голоден. Why is it? Because it's very dangerous to keep eating when your gut is not functional. Because that can create oversupply of nutrients, and then the bad bacteria can grow. Почему это так? Потому что если кишечник не способен выполнить свою функцию нормально, это приводит к тому, что, продолжая потреблять пищу, возникает проблема того, что ее станет слишком много, в результате чего она станет пищей для патогенной микрофлоры кишечника. Now, in our modern broilers, the threshold before they stop eating is very high. They must be really sick before they stop eating. В современном бройлере вот эта планка передачи информации того, что он не хочет кушать, настолько изменена, что бройлер должен иметь уже полностью почти разрушенный кишечник для того, чтобы сигнал поступил в гипоталамус, что он не хочет есть. It's very good because it shortens the lifespan, so it reduces the feed conversion rate. Конечно, с одной стороны это хорошо, потому что уменьшается количество дней, которые тратятся на то, чтобы птица росла, и, естественно, улучшается конверсия корма. But in the past, without realizing why, we were controlling the consequence of this, what we call the bacterial enteritis vicious circle. We were controlling typically by using AGP in the feed. Это в прошлом вот этот процесс мы контролировали с помощью кормовых антибиотиков. Вот этот замкнутый круг здорового кишечника контролировался с помощью кормовых антибиотиков. Now, we always thought that controlling the bacteria was the main reason why these AGPs were able to control that bacterial enteritis vicious circle. И всегда говорили, что контроль микрофлоры в кишечнике – это основная причина, почему используются кормовые антибиотики. But today we are realizing more and more that also the AGPs have a direct action on the enteritis part of that bacterial enteritis. Однако сегодняшние исследования говорят о том, что даже кормовые антибиотики могут стать частью процесса возникновения энтеритов. So when we look for solutions to improve the action of AGP or to replace them, it is important to remember this. И поэтому, если мы ищем решение по смене кормового антибиотика или неиспользованию его и альтернативных препаратов, обязательно нужно это понимать. Okay, so if we look at, now let's go back to understand what is a normal chicken looking like. Вернемся к пониманию того, что такое нормальный кишечник у птицы. Don't worry, I will not explain everything what you know already about how a chicken tract looks like. We only will focus on what is really special on a chicken tract. Не собираюсь останавливаться на каждой отдельной части желудочно-кишечного тракта, остановлюсь только на том, что отличает птицу от других видов животных. In fact, there's two things for us, for this high feed intake broilers, that are really crucial. That is good development of the gizzard, and also a good tonus of this short intestinal tract. Для современного бройлера имеют значение две основные вещи. Это хорошо развитый мышечный желудок и хороший тонус кишечника. And why is that so important? It is because a chicken is a bird which originally is supposed to fly. And in order to fly, nature has selected to keep the organs as light as possible. И почему это важно? Потому что по своей природе происхождения курица – это птица, которая должна была летать.
А для того, чтобы летать, природа предусмотрела, что все органы максимально имеют минимальный вес. If you compare this with the intestinal tract of a mammal, swine, human, you will see that the length of the intestinal tract compared to the body weight is much lower. И, естественно, когда мы сравниваем вес кишечника по отношению к весу тела птицы, мы все знаем, что кишечник намного в процентном соотношении кишечник он намного меньше, чем у свиней или у людей или у ГРС. By the way, it's the same for the lungs. The lungs have a very special system in birds compared to mammals. Why? They cannot profit from the gravity. They have to be able to be much lighter to be able to fly. So also the lungs are very different. И то же самое относится к легким, потому что в отличие от млекопитающих они не ходят по земле, поэтому легкие у птицы также имеют отличную структуру от животных. So how can we have these grains, these cereals that are very difficult to digest? If we would eat them, we cannot digest them. But how can we, with a short tract, still have grains digested 100%? The trick is that this gut requires a lot of peristaltic and anti-peristaltic movement. And you can only have that when you have good tonus. А учитывая, что птица потребляет очень много зернового корма, возникает естественный вопрос, как же она его усваивает, потому что он относится к трудноусваиваемым. Разгадка в том, что кишечник птицы обладает очень сильной перистальтикой и антиперистальтикой для того, чтобы усвоить вот эту зерновую часть. Next, of course, to the ventriculus that should have, the ventriculus, the gizzards that should have a good development. Конечно, в соотношении с мышечным желудком, который должен быть хорошо развит. That is about the anatomy. Это по анатомии. If you look at immunity and the microbiota, there it's important to remember we are looking for a good state of oral tolerance. Если говорить про иммунитет и микрофлору, то нужно, мы имеем в виду баланс микрофлоры с иммунитетом. What does that mean? It means that on one side we are eating, or chickens are eating, a lot of potential pathogens. Okay? So we want to have a good level of protection. Что это значит? С одной стороны, птица потребляет корм, в котором есть очень много патогенных микробов. То есть нам необходимо иметь достаточную защиту для того, чтобы это патогенные микробы не развивались. So you would say, oh, let's make an active immune system as high as possible, right? И, естественно, мы скажем, надо, чтобы у птицы был иммунитет очень хороший, насколько возможно хороший. Yes, but we want to have a good performance, and we already know that high activation of immune system will negatively impact your feed conversion rates. Да, но с другой стороны, мы хотим, чтобы у нас были хорошие производственные показатели, и уже знаем, что часть питательных веществ уходит на создание иммунитета птицы. So, from a performance point of view, I want to have as limited inflammation as possible in my gut. Поэтому с точки зрения роста птицы нужно, чтобы воспаление было насколько можно низким. And that is what we call this balance. That is what we call the oral tolerance. И это именно то, что называется балансом. Балансом между соотношением между иммунитетом и производственными показателями. So we don't want the gut to react on everything what needs to be absorbed, which are the nutrients given by the feed. То есть мы не хотим, чтобы кишечник реагировал на каждую мелочь, которая может с кормом попасть в него. So to keep it simple, keep out the bacteria and allow the nutrients to be absorbed. Самое простое решение – это убрать все бактерии из корма и увеличить количество питательных веществ, которые могут быть, которые через кишечник всасываются. You will say it's very easy because grain or soy is not looking like bacteria, right? It's very different, so it's easy. Вы можете сказать, что это же легко, потому что ни пшеница, ни соевый шрот не выглядят как бактерия.
Really? If we look at the composition of a bacterial, a gram-negative for instance, we are going to be very surprised how similar it looks like the nutrients that we give in the feed. А на самом деле, если мы посмотрим на бактерию как на клетку, например, грамм-отрицательные бактерии, мы удивимся, насколько их состав близок к тому, что мы найдем в той же пшенице. Are the nutritionists in the room here? Есть специалисты по кормлению? Okay? No? They are very shy today. But even Скромные вы какие-то. look There are. look together with me the composition of a bacterial cell wall. Посмотрите на состав клетки бактерий. Saccharide, Сахариды, porins, which are proteins, протеины, lipids, жиры, proteins, липопротеины, glycans, and proteins. гликаны и тоже белки снова. So the nutritionists are putting these components in the feed to be absorbed without any inflammation, and in the meantime, it's full in the gut with bacteria that have the same components that we ask the immune system to keep out. Это все те питательные вещества, которые специалисты по кормлению используют в своих расчетах для того, чтобы птица их съела и выросла. Но, как видите, это то же самое, из чего состоят бактериальные клетки. So that is not so easy as it at first sight looks. Поэтому это не так уж просто, как сначала может показаться. Especially not for young animals, and especially not for young animals because they don't have appropriate training of the immune system yet. Особенно это касается молодой птицы, у которой еще иммунная система не способна правильно идентифицировать. So let's go a little bit further and look at the size of the immune system at the level of the gut, which is called the gut-associated lymphoid tissue. Посмотрим теперь дальше и посмотрим на размер кишечника в отношении других органов. And I use the example of a human being. На примере человека. If you look, for instance, to me, and you would take a bulldozer, you would make me flat. It's going to be about 2 square meters of skin. Okay? Если возьмем меня и через меня пропустим бульдозер, то на полу образуется такой квадрат в 2 квадратных метра. It's impressive, you know. I'm going to be very flat. I want this surface to be protected from pathogens from the outside. Это может быть, конечно, впечатляюще, но на самом деле 2 квадратных метра – это именно та площадь, которую нужно будет защищать, если мы говорим про кожу. So the immune system should protect this surface here. То есть иммунной системе нужно всего лишь защитить 2 квадратных метра. But in fact, it's not so difficult because at the level of the skin, we have a very good trick. We have keratin. На самом деле для иммунной системы это несложно, потому что кожа имеет специальный эпидермис, слой, который защищает ее. Now, if you compare that with at the level of the lungs, the surface for exchange of oxygen and carbon dioxide is 50 times larger. So imagine the 2 square meter, multiply with 50. Если мы перенесем этот же принцип на легкие, то легкий около 100 квадратных метров займет площадь, если ее разложить. Это именно та площадь, которая участвует в обмене кислорода и углекислого газа. So for each of us, this is an area that needs to be protected by immune cells and in a place where you don't have keratin, but you have a very thin layer to allow exchange of oxygen and carbon dioxide. То есть для каждого из нас это то количество, та площадь, которую иммунная система должна защитить. И в этом случае у нее нет защитного слоя, а есть только тоненький слой, который обеспечивает воздухообмен. So you will understand you need a lot more immune cells to be ready in that organ compared to the skin. То есть понятно, что требуется больше иммунных клеток для того, чтобы защитить легкие. On the other hand, it's not so difficult because the difference between a gas, oxygen or carbon dioxide that can be allowed to cross that epithelium and the virus or the bacterium is pretty big.
И, однако, это тоже не слишком сложно, потому что разница между кислородом и углекислым газом и вирусами, она значительная, поэтому иммунной системе не нужно затрачивать слишком много усилий на защиту легких. Still, if you have an activation at the level of the skin of the immune system, the total impact on activation of your immune system for the total body is not so huge. In the respiratory tract, it's already a lot more impacting. Таким образом, вовлеченность иммунной системы в защиту кожных покровов значительно меньше, чем в защиту легких. Of course, for us humans, it doesn't matter too much, but for our chickens, you look at feed conversion rate, it will be very important. Для человека, конечно, это не имеет такое значение, но если мы говорим про бройлера, это значительно, имеет большое значение, потому что все это имеет отношение к конверсии корма. Now, if you look at the level of the gut, here it's even 3 times, so it's 150 times more than the 2 square meter. And remember, we have this complicated differentiation to be made between bacteria and the feed. Если же мы посмотрим на кишечник, то площадь, которую нужно защитить, составляет около 300 квадратных метров, то есть 150 раз больше, чем кожные покровы. И при этом еще кишечнику нужно идентифицировать, где бактерия, а где зерно, например. So as veterinarian, we discussed before, we were trained that the most important immune organs are the bursa of Fabricius or the thymus, but in fact, or the bursa of Fabricius are the most important immune organs, but in fact today I'm here to tell you, for the performance in number of cells, the most important immune organ is surprisingly the gut. И как ветеринарные врачи нас все время обучали, что самый важный орган, который отвечает за иммунитет птицы, это бусальная сумка. Могу сказать, что на сегодняшний день, с точки зрения производственных показателей, самым важным органом иммунной системы является кишечник птицы. And we as poultry veterinarians, we know that maybe better than swine veterinarians or cattle veterinarians. Why? We do a lot of vaccinations in drinking water, even for respiratory systems. Why? Because we have a massive amount of immune cells that can help to generate that immunity against this virus. И мы, ветеринарные врачи в птицеводстве, понимаем намного лучше тот факт, что основное количество вакцинаций проводится с помощью выпойки. И именно даже на респираторные заболевания. Почему? Потому что мы знаем, что в кишечнике существует очень много иммунных клеток, которые позволят правильно развиться этому иммунитету. So, if you look at the gut-associated liver tissue, remember that only 8% of the intestinal tract, the intestinal tract has only 8% of the total weight of a chicken, but it is carrying 50% of the total immune capacity of the bird. Таким образом, желудочно-кишечный тракт птицы составляет всего 8% от общей массы тела, но при этом обеспечивает 50% иммунитета. So what I want to say to you is that even a very small increase or activation of the immune system at the level of the gut will have dramatic effects on your feed conversion rate and your body weight gain. И к чему я веду? К тому, что даже небольшое улучшение иммунной системы на уровне кишечника приведет к тому, что будут очень хорошие результаты в улучшении конверсии корма и повышении привесов. So, and I will explain you some consequence of that. If you look at the priority of nutrients from high to low, then we know that the highest priority is with the brain, then with bone, then with muscle, and then with fat tissue. Объясню это на примере. Если мы смотрим на питательные вещества по их приоритетной важности, куда они поступают, то самое важное это мозг, в дальнейшем кости, потом мышцы и последнее, для чего нужно, это иммунитет. The immune system activated has a lower priority than the muscle, and we are trying to grow muscle because we're in chicken business, we are in the meat business, which is muscle. So, an activated immune system has
a lower priority than the muscle. И активация иммунной системы для нас имеет меньший приоритет, чем наращивание мышечной ткани, потому что мы мясники и нам нужно вырастить мясо. But when we activate the immune system, the priority is far above the muscle. This means that when you have a mild enteritis, the nutrients will go not to muscle growth, but will go to feed that immune system. Однако при активации иммунитета, то есть, например, при небольшом воспалении, приоритет меняется, и питательные вещества будут идти не на то, чтобы растить мышечную массу, а на то, чтобы помочь иммунитету справиться с воспалением. Even worse, what we discovered is that in cases of bacterial enteritis, not only the nutrients will be derived to the immune system, but even the muscle will be fed to the immune system. Что еще хуже, что мы обнаружили с бактериальными энтеритами, в том, что в этом случае не только поступающие питательные вещества идут на активацию иммунитета, а мышечная ткань начинает питать иммунную систему. Will it be the breast muscle first? No. The first muscle that will be fed to the immune system is the muscle closest to the location of inflammation. И это не грудная мышца, а первая мышца, которая будет питать иммунную систему, это та, которая наиболее близко к ней расположена. То есть это мышечная прослойка кишечника. So that is the tunica muscularis, surrounding the lumen of the gut. То есть это мышечный слой кишечника, который полностью идет по всей его длине. And that is exactly what we see in enteritis cases of the ballooning. И именно это мы все видим в случае бактериальных энтеритов. Кишечник вздувается. I was trained that the ballooning, distension, was caused by gas caused by Clostridium perfringens. It's nonsense. В большинстве случаев принято говорить, что вздутие кишечника происходит из-за газа, который выделяется при кластридиозе. Сегодня это неправильное утверждение. This is not true. The reason that we see the ballooning is just because we have more thin tunica muscularis, so you have automatic less tonus and then you have distension. Основная причина, которая приводится сегодня, это в том, что мышечный слой кишечника утоньшается, в результате чего он вздувается и теряется тонус. Why is it so important when we grow broilers? It is of course because you have that short intestinal tract, and we need that tonus for that peristaltic and antiperistaltic movement. Почему это важно для выращивания бройлеров? Потому что, как я уже говорил, кишечник очень короткий, и перистальтика имеет очень важное значение в абсорбции питательных веществ. So we have, by activation of the immune system, we have higher feed conversion rates, but also we have poorer digestion because of the ballooning and the less tonus of the gut. Таким образом, при воспалении у нас не только ухудшается конверсия корма, но при этом еще и возникает атония кишечника. So we talked about anatomy, we talked about the immune system and the microbiota, and I want to go a little bit more and talk about how we look at the normal microbiota in 2005. Про анатомию мы поговорили про иммунитет, а теперь немножко поговорим про микрофлору кишечника. I was trained, and I think you also, that a good microbiota looks like this. Small intestine, mainly lactobacilluses, producing lactic acid, and it's okay for the Clostridia to stay in the cecum. Большинство из нас обучалось на таких основах, что в нормальном кишечнике, в тонком кишечнике превалирует количество лактобактерий, а в слепых кишках может находиться кластридий. And what the Clostridia were doing in the cecum, a little bit of fermentation, not important in broilers, but as long as they stay in the cecum, it's fine. И пока кластридия находится в слепых отростках, она там чего-то ферментирует, и пока она там, ничего страшного для бройлера нет. When we have a bad gut, it is because the Clostridia, they are taking the place of the lactobacilluses and they are moving up to the small intestine and replacing the lactobacilluses. That is the definition of a bad gut.
И плохой кишечник – это когда кластриди решают, что им надо подняться в тонкий отдел и начинают замещать собой лактобактерии. Это был основной подход к разделению хорошего и плохого кишечника. Now, is this wrong? Not completely. Правильно это или неправильно? Неправильно, но не полностью неправильно. The problem is that a lot of this knowledge is based on our classic training of how to grow bacteria. Проблема в том, что это утверждение основано на классическом подходе к росту бактерий. What we do is we take a swab, we put it on the agar, we put it in the oven. If it grows, it is there. Что мы делаем? Мы берем образец, выращиваем его на агаре в термостате, и если находим эти бактерии, значит они там есть. Why? Because Pasteur showed us and so many big scientists, that was the way they were growing bacteria. Почему? Потому что все великие ученые так выращивали бактерии. But we were not thinking that maybe a lot of these bacteria maybe are not growing in agar. They need a specific medium, which is the gut, and they don't grow on artificial media. Однако очень часто упускается тот вопрос, что есть множество других бактерий, которые, например, на агаре не растут, и для них нужны другие условия для того, чтобы обеспечить их рост. So what we discovered is that this small 1% of unknown bacteria, in fact today, is 90% of the total microbiota composition. И что мы обнаружили, сегодняшние исследования поговорят о том, что вот 1% этих неизвестных бактерий могут доходить до 90% микрофлоры в кишечнике. And all of these bacteria have a function. All of them talk to each other and are using different parts of the nutrition and metabolites. И все эти бактерии взаимосвязаны, они все имеют какое-то значение и используют различные компоненты питательных веществ. If you look at, for instance, one example of what we have learned over the last 5 to 10 years, it is about carbohydrate digestion. Рассмотрим один пример, который тоже изучается в последние 5-7 лет. Это обмен сахаридов, углеводов в организме. So enzymatically, we can have polysaccharides broken down to monosaccharides. Основной процесс состоит в том, что полисахариды расщепляются до уровня моносахаридов. And with our own knowledge, we said, yes, lactobacilluses, what they do, they take the monosugar and they produce with that lactate and acetate, lactobacilluses, bifidobacteria. И после этой стадии лактобактерии переваривают моносахариды и превращают их в лактаты и ацетаты. So that is defining a good gut when you have the monosaccharides used by this bacteria to produce lactate. В здоровом кишечнике именно так и происходит. Моносахариды используются лактобактериями. Now, I will tell you a little secret, something that was discovered recently. Lactic acid is one of the most toxic substances for enterocytes. Однако раскрою вам секрет, который также недавно был доказан учеными. Lactic acid? Молочная кислота является самым токсичным веществом. So you would say, how is it possible? We know that the Bulgarians with the Bucurt, they become 120 years because they produce a lot of lactic acid, and now you're saying it's not healthy for the gut? Something is wrong here. Вы можете сказать, о чем ты говоришь, Мартен? Болгарцы вообще стали известны на весь мир только после того, как они начали производить молочную кислоту, а сейчас ты говоришь, что она токсичная. It is because we were always seeing a small part of the story. The complete story is the following. Это потому, что мы обычно смотрим только на часть истории, а если мы посмотрим на нее полностью, lactic acid is only having a good positive effect on gut health if it is being used as a substrate by other groups of bacteria, the Firmicutes, Clostridium clusters 4, 14A and 9, to produce
other metabolites, propionic and butyric acids. Молочная кислота, она полезна только в том случае, если после того, как она была получена в кишечнике, она используется другими группами бактерий, фирмикутами и кластридиями 4, 9 и 14 групп. So you see, we have learned a lot over the last 5 to 10 years about how a real gut, good gut should look like. И именно так и выглядит здоровый кишечник. And surprisingly, this does not only count for chicken, but also count for human and pigs and mammals. Эта же теория, она одинаково применима не только для птицы, но и для человека, и для свиней, и для других видов животных. Now, what happens if something goes wrong with this transformation, use of monosaccharides? Maybe we have killed Lactobacillus cereus, or maybe we have too many monosaccharides availability because we have poor digestion, we have oversupply of nutrients. Then the bad bacteria can start to overgrow. Что же происходит, если нарушается процесс синтеза молочной кислоты? По разным причинам. Например, если мы неправильно использовали препараты и убили лактобактерии, или кишечник не функционирует хорошо, и моносахаридов становится слишком много. В этом случае начинает работать патогенная микрофлора. And of course, this happens with these high feed intake broilers more frequently because they don't stop eating when something is wrong. They continue to eat, so they start feeding the bad bacteria. И именно это и происходит с современным бройлером, который не имеет, у которого завышена вот эта планка по остановке в потреблении корма. И он, несмотря на то, что кишечник не функционирует нормально, продолжает кушать. Look, these are gas-forming metagenic bacteria. They sulfate reducers and also enterobacteriaceae such as Salmonella can then start to flourish. И в результате вот такого нарушения начинают работать метаногенные бактерии и образуется метан, начинают работать протеобактерии и энтеробактерии, в том числе такие, как, например, сальмонелла. So, remember the first slide about microbiota? We said Clostridium is bad and bacilli are good. Right? Помните первый слайд про микрофлору, где мы говорили, что лактобактерии это хорошие, а кластридии это плохие? No, because if you look inside that group of Clostridia, we have a Clostridium cluster 9 and 4 and 14A that is essential to take the toxic lactic acid and turn into other substrates like butyric acid and propionic acid. Однако это не так. Внутри клана кластридий существуют типы, это 4, 9 и 14А, которые очень важны для того, чтобы перерабатывать излишние моносахариды в бутираты или другие вещества. It's not a goal for you to remember all the names, but I just want you to remember that not all Clostridia are bad. Не нужно запоминать все типы кластридий. Моя единственная цель сказать о том, что есть и полезные кластридии. So in 2004, in European Union, 2005, 2006, we were asked take out AGPs. Okay? В 2004-2006 годах в Евросоюзе была поставлена задача о том, что кормовые антибиотики больше нельзя использовать в кормах. So to replace AGPs, we start to look for products, be it essential oil or organic acid or probiotic. Of course, we want to mimic AGP action that we think is to kill Clostridia. И мы, естественно, стали задуматься над альтернативными продуктами, которыми стали различные органические кислоты или еще другие пробиотики для того, эфирные масла, для того, чтобы убивать эту кластридию, потому что она была плохой. But today we know that we have to be careful. It is not just killing Clostridia, we have to kill the right Clostridia. Однако сегодня мы понимаем, что задача не просто убить кластридии, а в том, чтобы убить неправильные, плохие кластридии. Okay, so far that's what we learned about how a normal chicken looks like in anatomy,
immunity, and microbiota. Все, что я говорил до этого момента, это здоровая птица, анатомия, микрофлора и иммунная система. Now let's have a look, one slide, on what can cause problems with gut health. Теперь рассмотрим причины, которые могут вызвать проблемы со здоровьем кишечника. And there we have the two main division between the veterinary pathogens and let's say the nutrition and management. И их можно подразделить на две основные группы. Это ветеринарные и кормовые и технологические. If you look at veterinary causes, we have three types of pathogens that can cause problems. One is bacteria. Если рассмотреть ветеринарные причины, их три. Это бактериальные, паразиты и вирусы. And if you look at the bacteria, a lot of people still look at Clostridium perfringens causing necrotic enteritis. И если рассматривать бактериальные, то в основном до сих пор многие специалисты думают про Clostridium perfringens, которая вызывает некротический энтерит. But in fact, I open chickens all over the world, thousands. I almost never see necrotic enteritis in them. Но я вскрываю птицу по всему миру, и тысячи птиц по всему миру. И хочу вас уверить в том, что некротического энтерита у бройлеров я ни разу не встречала. What the real problem is that overgrowth, not just of Clostridium perfringens causing enteritis, but Clostridiaceae and undefined overgrowth. И могу сказать, что некротический энтерит вызывается не только Clostridium perfringens, а группой кластридий, но и в том числе этими неизвестными бактериями, которые до сих пор еще не определены. We call this new, but in fact, because we were using AGP, it was there before as well, but we couldn't see it. И мы называем их новыми, неизвестными только потому, что раньше мы использовали кормовые антибиотики и просто этих бактерий не видели. And that is exactly the bacterial enteritis that I will talk about later on. И именно про бактериальный энтерит я буду дальше рассказывать. And I see this in every single broiler flock, but at different levels. И бактериальный энтерит я встречаю в любом бройлерном поголовье, просто в различных стадиях. Not so much in layers. Why? Layers don't overeat themselves. В несушках такое встречается редко, потому что несушка не переедает, как бройлер. Okay. Now the second thing that we see is coccidiosis. Следующая причина это кокцидиоз. Still for me, this is low-hanging fruit. If you have performance problems, start working on coccidiosis control. Для меня кокцидиоз это просто. Если есть проблемы с производственными показателями, естественно, надо посмотреть и сделать хорошую схему антикокцидийной программы. Why? Because it's much less complicated than this undefined overgrowth. Почему? Потому что кокцидии проще контролировать, чем вот эти новые неизвестные бактерии. And you will see it is very often the start of the bacterial enteritis. So it's preceding that bacterial enteritis. И кокцидиоз обычно это начало бактериального энтерита. Viruses, for me, is a bit the black box. We know that Rota, Corona, Adeno, Astro, Reovirus are sometimes put in relation with gut health issues. But for me, it's so difficult because there's so many strains. Some are very pathogenic, some are not pathogenic. Вирусы. Для меня вирусы это как черный ящик, потому что да, есть работы о том, что рота, корона, энтера, аденовирусы, они как-то связаны со здоровьем кишечника, но штаммов, типов, вариаций так много, что слишком углубляться в это пока что не считаю нужным. When I make audits into companies, for instance, a company, they have an increase of feed conversion rate, 5 points higher than 4 months ago. They call me, doctor, come and look for we think it is a mystery virus circulating in our flocks. Please come and find it.
Например, когда я провожу аудит в компаниях, например, на предприятии, у которых на 5 пунктов повысилась конверсия корма, они мне звонят, говорят, приходите, у нас какой-то мистический вирус. Usually, I will say yes, but I don't think I will find a mystery virus. Обычно я говорю, да, конечно, но я не думаю, что я найду мистический вирус. Even if I find it, what are you going to do about it? You cannot vaccinate against it. И даже если я найду его, что мы будем делать? Потому что вакцинировать на него мы не можем. Now, but you will see there's some things we can do for Reo and Adeno, we can vaccinate breeders and so on, but it's not easy. But the virus also have a link with bacterial enteritis. Однако основное, что нужно понимать, что вирусные причины также являются основой для развития бактериального энтерита. I will explain in a minute. Сейчас я объясню. Under the additional factors, mycotoxins, we had a presentation before on this topic. Перейдем к следующей группе. Антипитательные вещества. Микотоксины, вот у нас была замечательная презентация. Can also cause negative gut health, but also they will be a factor that is preceding the bacterial enteritis. Микотоксины сами по себе влияют на здоровье кишечника, но также они опять-таки являются основой для возникновения бактериального энтерита. Now, this one is a very difficult one, and I've seen many problems here in Russia, let's say Eastern Europe, with this part here, the poor physical texture, the formality. Физическая структура корма – это одно из сложных для понимания, но я в России знаю, что это тоже одна из основных причин энтеритов. But it's a classic problem all over the world, where the feed mill is being asked to make very good, strong pellets, so the feed mill will make fine grinding to make a good pellet quality, but then of course you lose the structure, which doesn't allow gizzard development. Но это классическая проблема по всему миру. Комбикормовому заводу ставится задача сделать хорошую гранулу. Чтобы сделать хорошую гранулу, они перетирают корм насколько можно мелко для того, чтобы гранула получилась однородной и крепкой. В результате этого структура корма настолько измельчается, что это препятствует хорошему развитию кишечника. We see a lot of companies solving that problem by adding whole wheat or whole maize next to the pellets, so that they have more structure in. Множество компаний находят выход из данной ситуации, добавляя цельное зерно или цельную кукурузу совместно с гранулами для того, чтобы развивать мышечный желудок и кишечник. Now, the last part, that is the reason why we see more gut health issues, we discussed in the first slide. This is the selection for this high feed intake broiler lines. That is the only one I don't want to change, because this is giving us the birds with the low feed conversion rate. We just have to learn to solve these issues better, so that we can work with these birds. И последний пункт, о котором я уже говорил ранее, это то, что сегодня бройлер селекционируется на способность постоянно потреблять корм. Здесь я бы ничего не менял, но наша задача обеспечить правильный контроль всех предыдущих пунктов для того, чтобы этот высокопродуктивный бройлер дал правильные, хорошие показатели. Now, if you look at a normal broiler house, okay, let's say we are growing broilers and we have problems with gut health starting from 14, 18 days onwards. Okay? Рассмотрим птичник, в котором мы выращиваем бройлера и в котором у нас на 14-18 день возникают проблемы с кишечником. It can be mycotoxins, it can be virus, but most frequently it will be subclinical coccidiosis. Это могут быть микотоксины, могут быть вирусы, но в большинстве случаев я думаю, что мы имеем дело с субклиническим кокцидиозом. Here you can see villus of a normal turkey gut, and this is from an affected turkey gut. Subclinical, so you will not see anything from the outside. На первой картинке показаны ворсинки здорового кишечника у индейки, а на второй картинке поврежденные ворсинки, но при субклинической болезни, то есть внешне мы никаких признаков не увидим. Now what happens after we have this normal good gut, we have this invasion
from these little balls, which are the coccidia, in that villi, they will penetrate in enterocytes and make damage in these enterocytes here, in these villi. Что происходит, схематически показано. Вот эти черные кружочки — это кокцидии, которые проникают в клетки ворсинок кишечника и разрушают их. But remember, it can also be a virus, it can also be a mycotoxin. Вместо кокцидии может быть микотоксин или вирус. Now, this is a chicken gut, but it could be as well a human gut or a pig gut. Это схема кишечника птицы, но с таким же успехом это может быть кишечник человека или свиней. The gut will always react in a similar way. It will do three things. Кишечник всегда реагирует одинаково, и он делает три вещи. The first thing that will happen is villus fusion and shorter villi. Первое, что случается, это ворсинки сокращаются и становятся короче. Why? Because when there's no attack, the villi want to be as long as possible to allow a good absorption of the nutrients. Почему? Потому что когда кишечник здоровый, ворсинки хотят быть максимально длинными для того, чтобы обеспечить максимальную абсорбцию питательных веществ. But when there's an attack from a parasite or a virus or a mycotoxins, the villi try to limit the surface that can be attacked. So they start to fuse and shrink. That happened in a couple of hours after the attack. Но как только происходит повреждение, атака кокцидиями, вирусами или микотоксинами, ворсинки сразу же реагируют на это тем, что уменьшают абсорбционную способность. То есть они укорачиваются и сдуваются. That is very good reaction, because in this way, more of the coccidia will be washed out through the gut. Конечно, это очень хорошая реакция, потому что в этом случае большинство вредных кокцидий или клеток будут выведены из кишечника. Sorry, it's a good reaction in a normal chicken or a normal human, because the broilers, the problem is they will continue. So in my case, the gut-brain axis will tell me something is wrong. There's an attack. You should limit your feed intake. Однако это нормальная реакция, если мы говорим про нормальную курицу или нормального человека. В случае с бройлером, который будет продолжать потреблять корм, в отличие от того, как человек скажет: ой, не надо мне кушать, что-то у меня не так в кишечнике. So in these broilers, they have oversupply of nutrients in the lumen, so the bad bacteria can start to overgrow. В бройлерах, поскольку они продолжают потреблять корм, эти бактерии начинают интенсивно расти. The same happens with the second reaction. Вторая реакция. It's a good reaction. It's in the goblet cells, which are the ones producing mucus, are going to multiply from the crypts, and they are going to cover the damage with a lot of mucus, slime. Вторая реакция – это клетки, которые выделяют циррозную жидкость. Опять-таки, у нормальной птицы они начинают выделять очень много этой жидкости и закрывают поверхность ворсинок для того, чтобы защитить их. So in a normal chicken, this is a good reaction in combination with reduced feed intake, but in the broilers, it will cause same feed intake, but with less absorptive capacity, because we can see in bacterial enteritis, about 50% of the enterocytes become goblet cells. И опять-таки это нормальная реакция, если бы птица перестала есть. В случае с бройлером опять уменьшается всасываемая способность кишечника и появляется в самом кишечнике очень много излишнего корма. The third thing is the worst, because the third thing that happens after this breach of this barrier is the inflammation. The immune system will be activated, and we know for performance that is dramatic. И третье, что случается, и это, наверное, самое худшее, это что в результате первых двух, и если нарушается вот этот нормальный баланс, начинается воспаление, а воспаление приводит к тому, что активизируется иммунная система. Also the tight junctions will start to lose, and we start to see plasma proteins will be lost inside the lumen,
that can allow Clostridium perfringens to overgrow the gut. И в результате воспаления, естественно, возникают все условия для того, чтобы начался рост Clostridium perfringens. All this we can very easily see in histology. Все это очень спокойно просматривается на гистологии. For instance, here you can see this villus fusion after a challenge. This is the normal villi, this is the fused short На villi. верхней картинке это показаны нормальные ворсинки, а на нижней это уже поврежденные, которые укоротились. Here is the tunica muscularis. This is what we can measure that will shrink to about 20% of the normal thickness in case of bacterial А enteritis. это мышечный слой кишечника, который при воспалении может уменьшиться как минимум на 20%. And this is the goblet cells, just some examples of goblet cells. You can see some crypts will be full with goblet cells. In a normal villus, it's about 1 on 15. In a challenged villus, it's going to be about 50% of the cells will become goblet cells. И can you show So here, the ones with the vacuole. И это значит клетки, которые продуцируют серозную жидкость. В нормальном кишечнике 1 на 50 выполняет данную функцию, а в повреждении может увеличиться до 50%. The problem for field veterinarians like myself, we want to evaluate gut health in a chicken house. We don't have time to look for histology. Проблема практикующего ветеринарного врача в том, что нам нужно очень быстро идентифицировать проблему и нет времени заниматься гистологией. Still, we want to be able to evaluate if our mycotoxin binders did a good job, if our acids are doing a good job, if we need to add some therapeutic antibiotics. Также нам нужно понять, правильно ли работают адсорбенты микотоксинов, какие нужно применить антибиотики. So that's why we are using the macroscopic system, and I developed a method to evaluate macroscopic signs of bacterial enteritis. И поэтому проще использовать микроскопические исследования. И я лично разработал методику, которая позволяет с помощью микроскопа определять степень бактериального энтерита. So we look at ballooning, Смотрим на вздутие кишечника, abnormal contents, very mucus, ненормальное содержание с большой примесью слизи, a lot of goblet cells, очень много слизи, yes, or very liquid, или очень жидкое содержание кишечника. sometimes very gassy because of Clostridium. И очень часто бывает примесь газа из-за того, что уже началась работа кластридий. A very important parameter is the tonus. This is bad gut because it's very flaccid. It just falls down like a wet towel. Очень важный параметр это тонус кишечника. На С2 это очень плохой кишечник, который практически не имеет тонуса, очень тонкий. This is a good gut. When you open it, immediately the edges will come together. С1 это хороший кишечник, который, когда при прорезании вдоль, он сразу же скручивается. This is an indication that the tunica muscularis is still okay and the villus length is also okay. This one has shrunken villi and small tunica muscularis. С1 говорит о том, что мышечный слой кишечника еще в порядке и ворсинки тоже. А на С2 понятно, что мышечный слой уже атрофирован и ворсинки тоже уже потеряли свою нормальную функцию. The same with the thickness of the gut. A thin gut against a normal size of the gut. То же самое относится к толщине кишечника, кишечной стенки, Inflammation or no inflammation. воспаление. And then, of course, in the last part of the gut, to find the undigested feed particles. И в конечном отделе кишечника обнаружение непереваренной пищи. This all together allows us to estimate the level of bacterial enteritis. It's a scoring system from 0 to 10. И все это в комплексе позволяет нам определить степень бактериального энтерита по шкале от 0 до 10. So, we're almost finished, but this is a schematic
explanation of what we discussed. И здесь представлено схематическое объяснение замкнутого круга по бактериальному энтериту, патогенезу бактериального энтерита. So we call it vicious circle of bacterial enteritis with 4 steps: 1, 2, 3, 4. Это называется замкнутый круг патогенеза бактериального энтерита, который состоит из 4 ступеней. It starts with oversupply of nutrients in the lumen, caused by whatever caused before. Начинается он с того, что в кишечнике появляется очень много излишних питательных веществ по разным причинам. It causes that shift of bacteria, instead of normal bacteria, bad bacteria start to overgrow. В результате чего начинается интенсивный рост патогенной микрофлоры. We call it dysbiosis. Потому что дисбиоз начинается. That is causing interaction together with the damage done here. Changes, the villus fusion, more goblet cells, some morphological and functional changes in the gut. В результате чего возникают морфологические и функциональные изменения в кишечнике. That is, of course, per definition, a less functional gut with poor digestion of feed and absorption of В результате чего кишечник нарушается функция кишечника и нарушается всасывание питательных веществ. And even if at that moment the inflammation level is so high that the broiler will limit its feed intake or stabilize feed intake, it's already causing oversupply of nutrients in the lumen. И даже если в результате 4-й стадии бройлер на сильное воспаление отреагирует тем, что перестанет есть, уже слишком поздно, потому что излишек питательных веществ уже запустил цепочку. So how do we break that vicious circle in the past? Как мы разрушали этот круг раньше? It is by mainly working on the bacterial side of the bacterial enzymes. Это в основном мы работали на бактериальной части этого круга. And we always used to rely on AGP to do that. И в основном использовались кормовые антибиотики для контроля. And now we are looking more and more on therapeutics, on probiotics, on essential oils, on organic acids to do that. А сейчас мы рассматриваем альтернативу в виде терапевтического лечения антибиотиками, органические кислоты, пробиотики или эфирные масла. Now, but depending on the company that is selling you products to improve gut health, one will say the best is organic acids, the other one will say it's mycotoxin binding, the other one will say it's coccidiosis control, the other one will say it's enzymes, the other one will say it's antioxidants. In this model, I bring everything together in one vicious circle. И в зависимости от того, чем занимается компания, они могут вам сказать, самое лучшее это органические кислоты или ферменты, или адсорбенты микотоксинов. Я приверженец того, что в данном случае нужно использовать весь комплекс для того, чтобы разорвать этот замкнутый круг. But what is true is that in the past we over-focused a little bit on the bacterial part of that vicious circle, the second step. Однако, что очень важно, что в прошлом мы сосредотачивались только на второй части круга, то есть на бактериях. Now we are looking more also to improve things here at the third step. How can we impact the enteritis, the morphological changes directly? Однако сейчас мы также пытаемся разработать методики для того, чтобы в этой ситуации улучшить морфологическое и функциональное состояние кишечника. A good example is that butyric acid. Before we didn't really understand why butyric acid adding into the feed is giving a better result than propionic or acetic acid. И один из важных факторов это бутираты. Раньше люди не понимали, почему добавление бутиратов намного лучше, чем пропионовой кислоты, например. Because if you look at the MIC value, the antibacterial activity, they are very similar to each other. Потому что если посмотреть на их влияние на бактериальную активность, то они очень похожи. But we now know that butyrate is the end product of the whole sugar metabolization. Однако сейчас мы знаем, что бутираты это конечный продукт углеводного обмена. And next to its antibacterial function and the feeding of the enterocytes, we know it gives a signal to all the bacteria and the gut mucosa that the normal situation is going on.
И мы знаем, что они участвуют в том, что дают сигнал ворсинкам кишечника и всей микрофлоре о том, что функциональность нормальная. And normal means you can take risk as a good. There's no attack, so you can have long villi. Но нормальное это означает, что кишечник распознает это, что ворсинки могут продолжать развиваться и оставаться длинными. So that's why giving butyrate gives you longer villi, and that is what we need to compensate for this bacterial enteritis. И именно поэтому добавление бутиратов обеспечивает хороший рост ворсинок кишечника, что нам в принципе и нужно в этой ситуации для того, чтобы убрать избыток питательных веществ в нем. It's just one example of something we didn't understand 10 years ago. Why is butyrate doing better than the other ones? That we start to understand. И это просто один из тех примеров, почему 10 лет назад мы даже не понимали, почему бутираты лучше, чем другие кислоты, а сегодня уже есть четкое понимание этого. But you can imagine that when you try to attack this vicious circle, attacking at different points at the same time is much more effective than only focusing on killing bacteria. Однако я думаю, что вы все понимаете, что воздействие на все 4 ступени вот этого замкнутого круга возникновения бактериального энтерита важно для того, чтобы это разбить, а не просто концентрироваться на патогенной микрофлоре. Even more, when we are using drinking water antibiotics in broiler production, we give for 3 days these antibiotics. Situation is improving. We take out the drinking water antibiotics. 3 days later, we are back to the same problem. Why? Because we didn't break the vicious circle completely. Даже могу сказать, что очень часто в такой ситуации начинают выпайку антибиотиков на бройлерных хозяйствах, 3 дня выпаивают, ситуация улучшается, перестают выпаивать, и буквально через пару дней ситуация повторяется. Почему? Потому что мы воздействовали только на патогенную микрофлору, а остальные 3 ступени не были даже учтены. I'm not against AGP. Eh? If I can use AGP, I work in Asia, I work in Middle East, I work everywhere. If I can use AGP, I use them. Okay? Хочу сказать, что я не против кормовых антибиотиков, потому что если я могу их использовать, я их использую. Примеры это страны Азии, Ближнего Востока и Россия. But I also say we can do better to understand this vicious circle than only using AGP. Однако я вместе с этим говорю, что можно улучшить производственные показатели комплексным подходом, а не только использованием кормовых антибиотиков. So for me, all of them are alternatives. Also the AGP, because we understand now they work antimicrobial, but we also understand they work on modulating the inflammation. Поэтому для меня все перечисленное является альтернативой и составляющей частью для здоровья кишечника. So I put AGP in VC2 and VC3 action, but in fact all the products that we are using, you can place somewhere in this vicious circle. Поэтому кормовые антибиотики я поместил на ступенях 2 и 3, однако все остальное тоже немаловажно для того, чтобы добиться здоровья кишечника. I give you one example, for instance, coccinostats. We know they work against taking away this challenge as the first part. If they are ionophores, we know they will also modulate the microbiota, right? Также пример с кокцидиостатиками. Мы понимаем, что они действуют на первую ступень развития этого круга, но при этом, если мы используем ионофоры, мы также воздействуем на патогенную микрофлору. And I made a little mistake here because probiotics, VC2, we know that some of the probiotics also have immunomodulatory effects. I should add VC3 here. И здесь вот пребиотики и пробиотики написано, что они помогают в улучшении второй ступени, однако, наверное, надо добавить еще и третью, потому что мы уже знаем, что также они участвуют в развитии иммунитета. Etheric oils, very promising, because we know some of them, they might have antiviral or antibacterial effects, antiparasite effects. Some of them will have antibacterial effects, some of them will have antioxidant effects, and some of them will stimulate endogenous enzyme production. So they can work on the 4 steps of the vicious circle. Фитогеники, эфирные масла – это вообще очень хорошая тема, потому что
Одни из них имеют воздействие на микрофлору кишечника, другие на развитие и функциональность кишечника, то есть они такие мультифункциональные, и их использование способствует улучшению состояния кишечника. So what I want to say here, I'm an independent guy, you have to consider all of these products. But you have to understand where in your vision circle you have the strong support already, and maybe where you are missing the support. And then you can understand what type of products can be useful for you. И что я хочу сказать? Я практикующий независимый специалист, и я считаю, что любое предприятие должно изучить все вот эти препараты, группы препаратов, потому что нужно понимать, в какой из ступеней замкнутого цикла у вас уже есть хорошая защита, которую нужно улучшить, и выбрать тот продукт, которого вам не хватает для обеспечения здоровья кишечника. So, now let's look at conclusion, okay? И в заключении, what should we do to improve gut health? What products should we use? Should we use a toxin binder or a probiotic? What should we use? что мы должны использовать для того, чтобы улучшить здоровье кишечника? First of all, remember, break the vicious circle on all 4 steps. Первое, что нужно запомнить, это то, что нужно разрушить эту цепочку на всех 4 стадиях. Think of this vicious circle. Try to understand this. Подумайте об этом круге и попробуйте его понять. And then ask your vet to go to the chicken pox and diagnose what is going wrong. И затем попросите ветврача поставить правильный диагноз, на какой стадии и что происходит в кишечнике. We will make a scoring, you cannot see here in detail, but this is a scoring session. We will measure the level of coccidiosis and we will measure the level of bacterial enteritis for all the ages of the integration. Мы, например, делаем скоринг и определяем как степень кокцидиоза, так и степень бактериального энтерита во всех возрастах, которые присутствуют на данной площадке. Do we see certain patterns? Do we have a lack of good gut tonus? Do we see a lot of undigested feed? Do we have a lot of inflammation? Какие признаки мы видим? Атония кишечника, непереваренные частицы корма в конечных отделах, воспаление. Do we see some typical signs of coccidiosis or of mycotoxins? Do we see problems with the feed structure? Есть ли четкие признаки отравления микотоксинами или кокцидиоза? In this way you will understand what is your main problem. И в этом случае вы сможете понять, какая у вас основная проблема бактериального энтерита. Then very important is to estimate or to check what are you already doing to make improvement of gut health. Следующий шаг – это определить, что вы уже делаете для того, чтобы улучшить здоровье кишечника. Make a list in Excel with the nutritionist, the veterinarian, the production manager, everyone together. You make one list of all the things you do. И на одной страничке должно быть указано все, что делает ветеринар, специалист по кормлению и технолог. Because you have to list the enzymes, you have to list the probiotics, you have to put in the AGPs, the therapeutic antimicrobials. Потому что на этом листе должно быть указано все. Ферменты, антибиотики, адсорбенты, все, что использует предприятие. And very often people forget to look at drinking water additives that maybe the farmer is buying. Также очень нужно обратить внимание, что фермер или менеджер добавляет в питьевую воду. Include your management actions. Maybe you have too much wet litter, so you have to have increased ventilation. So it's also a cost. Проанализировать нужно также технологию. Может, слишком мокрая подстилка или есть проблемы с контролем микроклимата. And then calculate the cost for all of these measures that you are taking. You will be surprised. It is a lot more than you already think. И если просчитать все затраты и стоимость каждого из этих факторов, то вы будете неприятно удивлены, потому что это будет очень много. And then make analysis when you have a complete list. Are there synergies or antagonists
in this list, or maybe sometimes you're doing things 2 times. Maybe you're putting organic acid in the drinking water to kill bacteria, and you're putting a probiotic to kill bacteria in the feed. И также такой лист позволит проанализировать ситуацию и понять, может вы что-то не делаете, а что-то делаете дважды. Например, используете и органические кислоты, и пробиотики. So make your analysis together and then start to think. После того, как вы все это проанализируете, нужно начать задумываться. Mostly when I help a company to make this exercise, we are eliminating more products than we add. Очень часто, когда я провожу такого типа аудит и анализ, из этого списка мы начинаем убирать очень много продуктов. Because very often people are using old solutions and they add new solutions on top. Sometimes it doesn't make any sense anymore. There's no logic thinking anymore in the approach. Потому что очень часто люди используют старые подходы и к ним добавляют новые, что абсолютно лишено логики. So what types of products you can eliminate from your program? И что же можно убрать вот из этого листа? So at this stage, you know what is your problem. You also know what you want. Then you invite your supplier for alternatives. И на этой стадии, когда вы уже проанализировали и обдумали, что у вас есть и что вы хотите, только в этом случае можно уже начать обращаться к поставщикам. Now, if you want to choose the right alternatives, I invite the supplier and I ask them, can you show me the thinking of your product with in vitro data? И приглашая поставщика, нужно попросить его показать, что они думают про то, как их продукты будут воздействовать на кишечник. If the company doesn't have in vitro data, it means it's an amateuristic company. So I don't want them. И если компания не имеет примеров действия их продуктов в инвитро ситуации, то я с ними даже не буду разговаривать. So when they have in vitro data, I ask them, can I see your floor plan data, controlled trial in vivo? И после этого, если они говорят, что у них есть опыты в полевых условиях, я также хочу увидеть их опыты in vivo. And now the exercise you have made before is coming in very handy, because you know how to compare the floor plan data with your own situation. И то, что мы делали анализ нашей ситуации, становится теперь очень полезным, потому что его можно сравнить с опытом поставщика продукции. For instance, sometimes people are trying to sell you a product and they show you a trial with hypoxidiosis challenge. And maybe you have just shown that you have a low oxidiosis challenge. So you ask a supplier, oh, this trial is not comparable with my situation. Please come back and give me a trial with a low oxidiosis challenge to see what is the effect of your product in this situation. Например, поставщик может вам показать опыт, который был поставлен при высокой степени кокцидиоза. Но вы ему говорите, ой, знаешь, этот опыт мне не полезен, потому что у меня низкая проблема с кокцидиозом. Ты мне покажи, как твой продукт работает в этих условиях. Now, once you have made the selection, the short list of the products that really fit into your what analyzes, and you have made the selection of the ones that are worth being tested, you can set up your own field trial. И после того, как вы проанализировали свою ситуацию и отобрали список продуктов, которые, по вашему мнению, могут вам помочь, вы можете сделать свой собственный опыт. But be careful. I've seen many companies, they are reinventing the wheel. Something that we know will work in their situation based on this data, they want to test. And they take 1 year or 1.5 years to test something that everybody is already using and know that it's working. Но будьте осторожны. Я видел немало компаний, которые хотят создать свой велосипед. Те продукты, те препараты, которые, на ваш взгляд, подходят под вашу ситуацию и уже доказано, что они работают, не нужно снова делать опыт, который будет длиться год. Вы потеряете больше. If you have done your preparation properly,
your field trial can be implementation of what should be right immediately, and in the meantime, you can evaluate while you are profiting from the advantages of this implementation. You can evaluate and fine-tune the dose levels and etc. Вы можете просто в этом случае, будучи уверенными, что данная линейка продуктов вам нужна, начать их использовать для того, чтобы откорректировать ситуацию, и параллельно можете также проводить опыт для того, чтобы лучше понять, как они воздействуют на вашем предприятии. So, with that, I would like to thank you for your attention. Спасибо.